Думаю, вы слышали о западных тайных обществах. Давайте я их кратко перечислю. Масоны, Мальтийский орден, Череп и кости, Бильдербергский клуб, Комитет 300. Думаю, в реальности тайных обществ еще больше, но вот в чем вопрос. Есть ли тайное общество или тайные знания в России? Возможно ли существование такой огромной империи на нескольких континентах без сакральных знаний? Кто-нибудь может объяснить переход от лаптей, соломенных крыш, бычьих пузырей на окнах, отсталости, одним словом, до Российской империи? Действительно, как-то странно получается, в небольших европейских странах есть свои тайные общества и знания, а в огромной России их как бы нет. Или они есть, но мы о них не знаем. Возможно, вы слышали про Орден Русских Рыцарей. Если интересно, сниму об этом видео, но речь сегодня не об этом. Речь сегодня пойдет о гораздо более старом учении, отголоски которого можно увидеть по всему миру. Какие именно, вы поймете ближе к концу ролика. Так сложилось, что в наши дни славяне знают только чужие учения. Чужие учения хороши, занятны, знания, основанные на чужих учениях, дают большие силы и разнообразные возможности. Все они дают. Одного они не дают. Они не дают славянам самих себя. Лучше сказать, не отдают. Чужие учения не дают славянам создать или воссоздать свой собственный мир чувств. Они не дают нам веры. Они не дают славянам воли построить свой собственный мир. Это было очень давно. Наши праотцы развели костер. Не слишком большой и не слишком маленький. Они стали садиться вокруг костра, чтобы обсудить то, как будут жить они и их потомки. Сесть вокруг костра, так чтобы не слишком тесно и не слишком свободно, могут 12 человек. В основу миропонимания они вложили число 12, разделив круг на 12 частей. Лучи, исходящие из центра и разделяющие круг на 12 частей, назвали полочки. Именно поэтому мы говорим «разложить по полочкам». Если соединить лучи отрезками, получится гранит, поэтому мы говорим «грызть гранит науки». Когда нам что-то объясняют, мы можем сказать «понятно» или «ясно». Но на самом деле в русском языке нет синонимов. «Понятно» и «ясно» — это слова с разным смыслом. «Ясно» — именно так называют то забытое учение. Полочки пронумеровали от 0 до 11, и в соответствии с движением Солнца по небосводу назвали следующим образом. 1. Искра. 2. Утренняя заря. 3. Восток или утро, или война. 4. Восход. 5. Утренний салют. 6. День. 7. Обед. 8. Закат или вечерняя заря. 9. Вечер или запад, или мир. 10. Сумерки. 11. Вечерний салют. 0. Ночь. Надо сказать, что названия полочек меняются в зависимости от предмета изучения. И вот, например, первое подтверждение того, что это учение не выдумка. Давайте вместе вспомним, как называется самое известное произведение великого классика. Правильно. «Война и мир». Давайте еще вспомним советскую космическую программу, а точнее название программ. Восток, восход, салют, союз, заря, станция «Мир». Другая часть забытого знания заключается в левом и правом береге. Вы, наверное, слышали такое выражение «ты что, берега попутал?». Наши предки селились на правом пологом берегу, а противоположный, левый берег, был крутым и обрывистым. На правом берегу жили по конам. На левом берегу жили по законам. Что такое законы, думаю, вы знаете. А вот что такое коны. 1. Чти родных богов и предков. 2. Живи по совести и в ладу с природой. 3. Люби и оберегай все живое. 4. Не бери у природы больше, чем тебе необходимо. 5. По добру живи сам и дай жить другому. 6. Продли ветвь своего рода, сохрани и приумножь наследие предков. 7. Изучай мудрость иных родов, но сам следуй мудрости своего рода.
8. Уважай святыни иных родов, но не предавай святынь своего рода. 9. Не меряй любовь к своему роду не любовью к иным родам. 10. Живи так, чтобы твоя слава притворялась в славу твоего рода. 11. Пекись о благе своего рода так, как радеешь о своем собственном благе. 12. Познай себя и верь своему сердцу. Самая главная ценность у людей того времени была честь и совесть. Интересно, что для наших предков честь и совесть были не абстрактными понятиями, а вполне реальными. Мой отец с детства говорил сестре: «Спать легла с чистой совестью», а я все никак не мог понять, о чем идет речь. Бабушки в деревнях до сих пор говорят детям «бессовестный». О чем это? Что же такое совесть? Совесть – это коса, когда ее носили на левом плече. А когда ее носили на правом плече, она называлась честь. Именно это и имеют в виду военные, поднося руку к правому виску и произнося «честь имею». Отголосок той косы – это аксельбанты. Кстати, аксельбанты есть не только в России, но и в Германии, Австрии, США, Англии и других странах. Обратите внимание, что у некоторых стран аксельбанты носят на левом плече. Аксельбанты в разных странах мира еще раз говорят о том, что некогда мир был единым. Кстати, а что если фраза «откосить от армии» как-то связана с косой? Наши предки жили праведной жизнью на правом берегу. А кто же жил на левом берегу, спросите вы? А на левом берегу жили те, кого изгоняли с правого берега за какие-либо проступки. Что-то украл, сломал, соврал или еще что-то натворил, и его отправляли на левый берег для исправления. Прежде чем отправить человека на левый берег, у него отрубали голову. Вы скажете, человек же умрет, если отрубить ему голову. Дело в том, что косу еще называли головой. Косу возвращали, когда человек исправлялся и возвращался. Вы, наверное, слышали такую фразу «мертвые с косами стоят». Почему мертвые стоят, а не лежат? Как вообще можно стоять мертвому? А дело в том, что мертвые с косами стоят – это люди, которым отрезали косу, и которые держат свою косу в руке. Думаю, теперь вы понимаете, что означает «смерть с косой». Не с той косой, как рисуют сейчас, а с косой из сплетенных волос. Эту смерть с косой в виде сельскохозяйственного инструмента начали рисовать с начала 20 века. Сложно сказать, так делали специально, чтобы ввести в заблуждение или просто забыли. Косы засветились в кинематографе, сериал «Викинг». В фильме «Аватар», когда встретили чужака, первым делом поднесли нож к его косе. С косами рисовали китайцев XIX века, а вот мужчин-славян с косами вы, скорее всего, не видели. А ведь именно такой образ был у наших предков. Обратите внимание на то, что очень много как бы правильных слов содержит корень «прав». Прав, правило, правда, правота, право в смысле семейное, уголовное и так далее. Исправление, управление, исправиться, праведный, поправляться в смысле излечиться. А то, что имеет негативный оттенок, имеет корень «лев». Пойти налево, то есть изменить. Левая фирма или левая контора – фирма, которая обманывает. Мошенническая фирма – фирма, которая продает или делает некачественный, контрафактный товар. Продавать налево – кладовщик, сторож или лесничий продает без учета и мимо кассы то, что ему не принадлежит. Левак – что-то сделанное и проданное в обход учета и склада. Например, фабрика или завод днем работает официально, а ночью гонит неучтенный левак. Левак – некачественные товары или товары сомнительного происхождения. Например, почему сломался трактор? Механик вместо оригинальной запчасти поставил какой-то левак. Понятие «левый» и «правый» есть не только в русском языке, но и в английском. Например, rights – права, human rights – права человека. А в мировой политике популярное сейчас ЛГБТ, смену пола и уничтожение института семьи и традиционных ценностей называют левачество. Кто-то не хотел возвращаться на правый берег. Они решили жить по своим левым законам.
Левый берег – это обман, ложь, воровство, пьянство, измены, свободные отношения, сексуальное извращение. Правый берег – это честность, правда, трудолюбие, трезвость, семья, верность. Правый берег – это полная противоположность левому берегу. Правый берег – это купец, левый берег – это торгаш. Разница в том, что купец дорожит своей репутацией, а торгашу главное впарить что-то втридорога и свалить. Правый берег – это воины, левый берег – это солдаты. Воин сражается за родину и отечество, за веру и право жить на своей земле по своим правилам и конам. А слово «солдат» появилось у католиков в Италии. Солдатами тогда назывались люди, умеющие сражаться, но продающие это умение за деньги. Платили им монетами, которые назывались «сольдо». Слова «солдат» и «сольдо» одного извода. Относительно недавно, лет 300 назад, появились на Руси наемные полки западного образца – солдатские. А еще через 100 лет произошло смещение понятий. Воинов стали называть солдатами, а солдат – военными. Но душа воина, как его ни назови, все равно остается верной родине и отечеству. Во время Великой Отечественной войны слово «солдат» приобрело высокий смысл. Русские солдаты на полях сражений своей кровью и доблестью добывали славу и подтверждали воинскую честь. Тем не менее, слова должно использовать в их изначальном смысле. Если вы знаете, что такое левый и правый берег, вы легко будете считывать все те, казалось бы, незначительные символы вокруг. В одежде левый и правый запах рубашки. У военных, с какой ноги они начинают шагать строем. А на этом все. Если вы идете на левый берег или уже на левом берегу, желаю вам скорейшего исправления. Если видео показалось вам интересным, напишите в комментариях, продолжить или нет снимать подобное, а также не забудьте поделиться видео с друзьями. До новых встреч. Пока.